«Барышням для души и красоты» – это моя любимая программа для женщин. Мы все с вами знаем, что в основном вся реклама направлена на женщин, вся торговля направлена на женщин, потому что мы главные приобретатели услуг, товаров и всего-всего-всего. Мы хотели сделать тур для самых красивых, самых обаятельных и самых прекрасных. Тур, где наши дамы смогут отдохнуть душой, телом, смогут приобрести какие-то интересные, ценные сувениры, и которые просто будут получать удовольствие в нашем любимом городе Минске. Первый день нашей программы начинается с посещения производственной экскурсии ювелирного завода «Зорка». Само здание построено тем же архитектором, который строил завод «Тиффани» в Европе. Это абсолютно современное производство. Все, кто попадают на этот завод, будут видеть все процессы создания ювелирных изделий, начиная от их рисунка и заканчивая магазином, шоурумом непосредственно на самом предприятии. Мы начинаем с дизайнеров, мы будем видеть то, что изготавливалось на 3D-принтере. И дальше по всем цехам и производствам завода мы будем стоять рядом с теми людьми, которые изготавливают замочки в цепочке, колечки, подвесочки, сережечки и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами увидим, как изготавливаются обручальные кольца, бесшовные. Мы сможем подержать в руках 6-7 килограмм золота. Ну где вы еще такое увидите? И сделать, естественно, селфи. Вы сможете увидеть золото 999 пробы. Все это вы увидите, все это можно будет сфотографировать и оставить себе на память. Но еще, наверное, не менее приятным и занимательным для женщин – это, конечно, посещение шоурум при предприятии завода «Зорка». Почему я говорю о нем в превосходной форме? Потому что само предприятие находится в свободной экономической зоне Шабаны на окраине города Минска. А так как это свободная экономическая зона, то магазин предоставляет покупателям скидку до 50% в сравнении с ценой в городе Минске. Там представлены не только золотые изделия, но и серебряные изделия под брендом «Зорка». Очень много изделий, которые очень современны, очень стильны. И я уверяю вас, самые модные, самые элегантные дамы обязательно найдут для себя интересное колечко, сережки, цепочки. Даже для подростков, даже для маленьких девочек там можно найти интересные вещи по вполне привлекательным ценам. Потому что производитель понижает пробу золота, что позволяет изготавливать как бы детскую подростковую коллекцию по очень приемлемым ценам. После посещения завода «Зорка» мы отправляемся либо на фабрику «Галантея», где изготавливают кожаные сумки, кожаные ремни, кожгалантерейную фабрику, либо на фабрику корсетных изделий «Миловица». Я думаю, россиян не надо знакомить с нашим брендом «Миловица». Кружевное белье известно во всем мире. Здесь не только вы сможете приобрести это белье, вам расскажут о всех нюансах, как правильно его подобрать, как за ним ухаживать. Ну и, конечно, просто восхититься его красотой. Вечером, если наши дамы изъявят желание, мы обязательно посетим ресторан национальной кухни, где мы с вами сможем отведать различные белорусские деликатесы с различными белорусскими настойками. Но обычно девчонкам это очень нравится. Второй день этой программы у нас начинается обзорные экскурсии по городу. Мы стараемся ее тоже сделать не совсем формальной. Мы иногда заходим в места, которые в стандартную экскурсию не входят. Мы можем зайти на чашечку кофе в какую-то очень интересную кофейню. Можем завести в какой-то
колоритный дворик, в котором, возможно, собираются художники. В общем, экскурсия очень необычная и тоже очень нравится нашим девчонкам. После обеда у нас экскурсия в Национальный художественный музей Республики Беларусь. Очень многим при упоминании слова «музей», а еще более картинная галерея, становится скучно и неинтересно. Но только не в нашем случае. У нас экскурсию проводят молодые, экстравагантные, я бы сказала, колоритные экскурсоводы. Вполне у них может быть сережка в ухе и много татушек на руках. Но при этом эта экскурсия будет столь захватывающая, столь неординарная, что очень часто наши туристы просят еще продолжение. Первый раз мы заказывали эту экскурсию на 45 минут. Они пробежали так быстро, что девчонки, которые были, говорят: послушайте, а мы можем это продолжить? Поэтому, когда мы сейчас заранее видим список туристов, их возраст, очень часто мы эту экскурсию заказываем на 1,5 часа. И она тоже протекает очень быстро. И завершением этого прекрасного второго дня чаще всего у нас является посещение оперного театра. Почему я говорю чаще всего? Потому что иногда происходит перенос посещения театра на первый день нашей программы. Ну, в зависимости от афиши театра. Потому что частенько у нас бывают в театре и отмены, и переносы. И мы вынуждены тогда переносить посещение Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в первый день нашей программы. Хочу сразу сказать, что и оперная, и балетная труппа Минского театра – это достаточно известные труппы. В Советском Союзе балетная труппа нашего театра, наверное, негласно занимала 3-е место после Большого и Мариинского. И сегодня, после возвращения маэстро Елизарьева, мы надеемся на новые премьеры, на новые сюрпризы, на новые постановки, которые белорусы всегда ждут от нашего знаменитого балетмейстера. Само здание Театра оперы и балета Республики Беларусь – это архитектурный шедевр. И после его реконструкции он засверкал новыми красками в прямом и переносном смысле, потому что там много хрустальных люстр, позолоты, мрамора. Фойе театра, зрительный зал – это места, в которых действительно можно делать селфи. Я уже не говорю о тех впечатлениях, которые оставляют сами спектакли, независимо от того, балетный он или оперный. И в 3-й день нашей программы мы отправляемся на мастер-класс по изготовлению натуральной косметики. У нас замечательный мастер, под руководством которого наши девчонки изготавливают крем. А что еще, не буду рассказывать. Еще будет 3 косметических средства, которые каждая барышня заберет с собой домой. Причем она сможет эти натуральные косметические средства приготовить дома, потому что все рецепты она получит в подарок. Я тоже слабо верила в то, что крем, который мы будем изготавливать, который мы будем мешать на водяной бане, потом раскладывать по баночкам для каждой участницы мастер-класса, будет просто замечательным. Да, его надо хранить в холодильнике, потому что он же без консервантов, он же натуральный. Но он действительно подходит под все типы кожи. Он действительно подходит барышням любого возраста. Он действительно просто молниеносно впитывается в кожу, делая ее такой бархатной и шелковой. Ну, я же тоже барышня, и я тоже пользуюсь косметикой. И те баночки крема, которые мы приготавливаем вместе с девчонками, также хранятся в моем холодильнике. Уверяю вас, большинство из участниц наших мастер-классов потом обязательно подписываются на Инстаграм нашего мастера и вместе с ней приготавливают и другие косметические средства. Мастер-класс завершает эту программу.
После него обычно мы даем свободное время нашим девчонкам для того, чтобы они могли походить по магазинам, что-то приобрести домой, какие-то вкусные присмаки, обязательно, может, какую-то колбаску, сыр. Тур действительно замечательный. Тур действительно нравится дамам. Он действительно прекрасно ложится на 2- либо 3-дневную программу. А в этом году мы делаем 5-дневный тур, куда добавляем еще 2 дня отдыха на озере, в отличном отеле, спа-отеле, и, соответственно, получить полный релакс на берегу озера. Ждем вас в гости, наши дорогие барышни.